Всем аньон! Вы смотрите программу Hands Up K-Pop. Hands up K-Pop. В этом выпуске мы будем говорить про альбом Big Bang Still Alive. Ребята из Big Bang не нуждаются в представлении. Ну а если вы только начинаете познавать кей-поп, то это группа из 5 участников, состоящая в агентстве YG Entertainment с 2006 года. Хотелось бы немного рассказать про предысторию альбома. Still Alive был выпущен 3 июня 2012 года и является специальным изданием 5-го мини-альбома Big Bang под названием Alive, который в свою очередь вышел в конце февраля этого же года. Наконец-то VIP дождались их возвращения. После 2 скандалов в 2011 году с Тесоном по поводу автомобильной аварии и GD, что он курил марихуану в клубе, некоторые даже нагоняли панику, что группу распустят. Но не тут-то было. Парни вернулись дважды живыми и с уймой потрясающих песен и клипов. После выхода Alive реакция была моментальная. Оба альбома занимали первые места в чартах Кореи и Тайваня. А Alive – почетное 3-е место в чарте Billboard в категории «Мировые альбомы». Общая сумма продаж Alive составила примерно 320 тысяч копий диска, а Still Alive примерно 130 тысяч. Скорее всего, такие низкие продажи по сравнению с Alive были обусловлены тем, что Бенги не занимались промоушеном песни из-за своего грандиозного мирового турне. В альбом входит 9 песен, 4 новые версии треков из Alive, 2 песни, перезаписанные с японского языка на корейский, 2 оригинальные песни и Still Alive, которая в прошлом альбоме была лишь коротеньким интро. Стоит отметить также, что всю лирику к этому альбому писали непосредственно GD и Top. То есть я смогу понять, какие чувства вложил в эту песню мой оппа? Ну да, GD еще и музыку писал ко всем трекам, не один, конечно, но... В целом альбом хороший. В альбоме есть песни, которые приедаются после 2-3 дней прослушивания. Но для меня одна из самых запоминающихся песен альбома, после Monster, конечно, это Bingle Bingle. Эта поп-рок композиция чем-то мне напомнила такие треки Big Bang, как What Is Right и Love Dust, которые тоже основаны на переживаниях о прошлом и о любви. Песня, кстати, про любовные игры, когда девочка влюбляет в себя мальчика, а потом бросает его. Вот стерва, а? А он ей еще и песни пишет. А моим фаворитом является Blue. Да, я знаю, что она уже была в Alive, но я просто не могу не упомянуть о ней. Когда я ее первый раз услышал, то я при первых же нотах закрыл глаза и почувствовал себя словно в рекламе Даниссимо. И пусть весь мир подождет. Ну что, мы убедили послушать альбом тех, кто его еще не слушал? Ничего, сейчас добьем вас начинкой. Упаковка и дизайн альбома сделан в белом стиле, и что сразу же бросается в глаза, это YG Family Card, который можно использовать для входа на сайт в разделах конкурсов и благодарностей, на которых есть возможность скачать лирику, фотографии и иногда даже видео. Также есть книжка, внутри которой можно увидеть, как разрабатывался дизайн логотипа, индивидуальные цвета каждого участника и лирику, а в фотобуке, как обычно, фотографии со съемок клипа и вообще концепты альбома. YG всегда славились тем, что не жалели денег ни на клипы, ни на их количество. И если Бенги заявляет, что они все еще живы, то лично я была убита наповал. Окей, клип начинается с того, что нас начинает бомбардировать. И если честно, то было такое ощущение, что это заставка Call of Duty. Если некоторая их одежда была довольно сомнительной, то их глаза с линзами действительно пугали. В итоге мы имеем 5 монстров. Топ в качестве вампира, Дьявол GD, Оборотень Тесон, Минотавр Тэйян и Робот Сенри. Кто-нибудь позвоните братьям Винчестерам или Зачарованным, тут для них целый набор. Ладно, Тэйяна можно оставить, потому что его закрученные рожки, которые по идее должны выглядеть угрожающе, на самом деле выглядят как ушки Микки Мауса. Но что действительно поражает, это как Топу удается выглядеть сексуально, вне зависимости от того, что вокруг происходит. Как, Таби, как? В течение всего видео появляется все больше и больше вопросов. Например, зачем они били манекенов? Мне одной было их жалко. Как они так быстро добрались до заснеженных гор? Почему GD гриб? И вообще. При просмотре нас заинтересовали формулы на различных частях тела Бенгов. И мы решили подойти к этому вопросу серьезно.
Итак, сегодня во что бы то ни стало я должен разгадать их тайну. Итак, сын Ри. Очень сложная формула. N14, буква R 18, X 24. Складываем цифры получившегося числа. И что же я вижу? Биг Бэнг. О боже, кто у нас следующий? GD. И его сложная формула. Так, складываем. В результате вычислений получаем снова 5. И опять Биг Бэнг. Боже, что же делать? Смотрим на следующего кандидата. Итак, наисложнейшая формула. Очень сложные исходные данные. Складываем, вычитаем и снова получаем 5. 5 Биг Бэнг. О боже, как они смогли это сделать? И на этой позитивной ноте мы завершаем наш обзор и переходим к объявлению победителя прошлого выпуска. А самую модную футболку получает... Ей, мы поздравляем тебя! Обязательно проверь свою личку на YouTube, там ты найдешь важную информацию о том, как ты сможешь получить свой приз. В прошлом выпуске мы задавали вам вопрос. Как вы думаете, какое предложение поступило Псаю от агентства Джастина Бибера? Как и большинство из вас, мы думаем, что новый проект будет связан каким-то образом с Джастином Бибером. Возможно, это будет дуэт, возможно, какая-то совместная работа. А в этом выпуске мы хотим задать вам вопрос насчет подсмысла песни «Монстр». После выпуска альбомов по фандому пронесся слух, что песня может быть частично связана с фанатами, которые оставили их после скандалов. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и вообще по поводу тех скандалов. Я знаю, вы этого очень-очень ждали. В этом выпуске мы разыгрываем специальный альбом Big Bang Still Alive с эксклюзивной обложкой топа. Этот альбом выпускался в ограниченном экземпляре, и именно таких обложек с топом даже в продаже Кореи сейчас осталось очень-очень мало. И для того, чтобы выиграть этот супер эксклюзив, вам нужно сделать всего 3 простые вещи. Подписаться на наш канал на YouTube, чтобы первыми посмотреть свежие выпуски Hands Up K-Pop, поставить палец вверх этому видео, если оно вам действительно нравится, и оставить комментарий по вопросу этого выпуска здесь на YouTube. Випы, такая уникальная возможность, обязательно участвуйте. Уже в следующем выпуске по традиции вы узнаете имя победителя, не пропустите его. Оставайтесь с нами и любите своих маленьких монстриков. Hands Up K-Pop. Твоя голова в кадре, я только сейчас поняла. Это угрожающее лицо, подожди, сейчас у меня не угрожающее было, у меня было смешное лицо.